И в какой-то момент времени я понимаю, что коуч делает что-то очень любопытное. Он начинает отсортировывать неконгруентность в клиенте таким образом, чтобы чтобы клиент все больше высказывал недовольство ситуацией в позе, которую, опять же, в той же модели Вирджинии Сатир она называла обвинитель. Помните такую коммуникационную позу Вирджинии Сатир? Да? Обвинитель, жалобщик или плакейтер или плакса и суперкомпьютер. Третья поза, три наиболее распространенные. Я обратил внимание на то, что постепенно, по очереди, коуч в ходе этой коуч-сессии помогал клиенту выстраивать конгруентную коммуникацию по целому ряду параметров. Первый параметр, первый блок параметров относится в НЛП к репрезентативным системам. Очень быстро коуч начинает помогать клиенту изменять тон голоса. Ребят, на задних рядах видно или крупнее писать? Видно? Тон голоса. Когда, еще один момент, коуч задает клиенту вопрос. Окей, хорошо, ты этому где-то научился, правильно? Он говорит, ну да, правильно. Где ты этому мог научиться? Вот этот волшебный момент озарения у клиента, я его лично в коуч-сессии очень люблю. Когда ты задаешь вопросы, клиент делает так. У мамы. Это она мне помогала, хотя я не хотел. Именно это она делала что-то, считая, что мне это будет хорошо, и как я ни старался, я не смог от этого избавиться. Отлично, хорошо. Давай-ка мы вот этот вот подарочек вернем обратно маме. Чудесная работа со стульями. Клиента сажают на один стул, по классике, да, сажай свою маму, представь свою маму на другом стуле, и теперь выскажи ей все, что ты считаешь нужным по этому поводу. Верни ей этот подарок. Клиент говорит, ну, мама, ты знаешь, я не хочу так помогать своей жене. Я хочу, чтобы я ее очень сильно люблю. Любимый жест, да? Гадость какая. Ужас. Еще раз. Но только теперь тон голоса должен быть звонкий, четкий. И сразу же меняется второй параметр, скорость речи. Клиенту коуч с собой подсказывает, каким образом говорить. Периодически я наблюдал за работой коучей, которые, что бы ни происходило с клиентом, всегда были единообразными. Постоянно на протяжении всей сессии коуч не меняется. Здравствуйте. Чудесная штука, когда клиент приходит к терапевту или коучу, коуч ему говорит, здравствуйте, как у вас дела? Он говорит, спасибо, хреново, иначе бы я к вам не пришел. Ну, проходите, садитесь. И они работают, и все происходит замечательно, и клиент полон сил, он говорит, спасибо вам большое за помощь. Хорошо, до свидания, заходите. Ну, наверное, таким образом некоторые коучи обеспечивают себе поток повторяющихся клиентов. Потому что я пришел, там все хорошо, а потом заякорил обратно, и он себе пошел. Такой же через там, заряда хватило минут на 15, потом он понимает, что без терапевта уже никуда. Поэтому в примере, о котором я вам рассказываю, коуч должен был с собой, в буквальном смысле слова, как актер, очень четко отыгрывать или демонстрировать клиенту то, что он от него хотел. Если вы хотите, чтобы ваш клиент в ходе работы со стульями, например, четко высказал все, что он носил в себе 30 с небольшим лет, помогите ему немножко. Можно сказать об этом словами, но вы понимаете, что люди нелогичны и очень часто слова не понимают. Они не слышат. Если бы они слышали, они бы к вам не приходили. Ну, пожалуйста, скажи своей маме, что ты ей недоволен. Клиент говорит, мама, я тобой недоволен. Ну, дальше можно не продолжать. Но коуч, подстроившись, постепенно говорит, скажи своей маме, что ты ей недоволен. Громче, звонче,
быстрее, повысь тон голоса, скажи ей: мама, я тобой недоволен, я не хочу этого подарка, забери его у меня. Показывая клиенту, что он должен говорить. Еще один момент. Постепенно коуч выстроил дистанцию таким образом между условной вот этой мамой, визуализированной, и клиентом таким образом, чтобы дистанция была визуальной, то есть более далекой. Это любимый пример, когда вы хотите, чтобы человек развивал в себе визуальные навыки, и подходите к нему вот так. Ну, пожалуйста, увидь что-нибудь. Ничего же не вижу. Когда вы отставляете его на расстоянии, он может уже визуализировать то, что вы от него хотите. В данном случае клиенту было легче представить образ мамы, которому он, собственно говоря, и начинал высказывать все невысказанное. Коуч также в этой сессии помогал своему клиенту использовать определенные слова, более обвинительные слова, или то, что мы называем в НЛП предикатами речи. Говоря о том, что я тебя ненавижу, говоря о том, что мама, я не хочу этого, говоря о том, забери это обратно, четко, звонко, ярко, используя визуальные слова. Я хочу, чтобы в моей жизни теперь все было четко. Постепенно выводя всю мягкость, всю кинестетику на другое кресло. Что было дальше, было очень интересно. Клиент в какой-то момент времени дошел, скажем, процентов до 70 от 100, но какая-то часть вот этой вот мягкости в нем оставалась. В терапии диссоциированного состояния мы говорим, что сортировки не произошло. То есть клиент четко не отделил вот эти вот две части, одна от другой. А что интересно в работе с частями? Если у человека есть какой-то внутренний конфликт, да, между собой и воображаемой мамой, между собой и воображаемыми подчиненными, которые его не понимают, и так далее, и так далее. Пока он для себя не разделил две разные части, не произойдет самого конфликта яркого, соответственно, не произойдет разрешение этого конфликта. Конфликт будет продолжать крутиться. То есть пока мы очень четко по вот этим параметрам не отсортируем клиента на четко обвинительную часть, да, после этого он добавил по категориям сатир, коуч по категориям сатир добавил еще две вещи. Для меня это до сих пор волшебство. Когда вы берете руку человека и говорите: если ты обвиняешь, обвиняй вот так. Клиент какое-то время начинал говорить: ну, мама, мне это не нравится, ну, пожалуйста, забери это от меня. Он начал изменять тон голоса, скорость речи, изменил расстояние, добавил визуальный предикат. Но он продолжал говорить вот так: мама, ну я это не хочу. Коуч делает раз, два. Ребят, Вирджиния, очевидно, была гением. Обнаружив коммуникационные позы, она нам сделала огромный подарок. В конце своей презентации, доклада, выступления, как угодно, я дам небольшое упражнение, которое поможет вам развивать в себе то, что я называю избыточной конгруентностью или утрированной конгруентностью. Когда вы становитесь самым лучшим обвинителем из обвинителей. Да, по категории сатир, конечно. Когда вы становитесь самым жалким плаксой из всех, что только возможно, так, чтобы другого человека аж мутило от вас. Чем же отличается НЛП третьего поколения от НЛП? Вот, то есть, хотела бы в контексте коучинга, естественно. Первое, о чем у себя на сайте сразу на главной странице пишет Роберт Дилс на сайте nlpu.com, это то, что НЛП третьего поколения отличает взаимодействие трех разумов: когнитивный, семантический, волевой. Можно картинку с когнитивным разумом? Вот. Когнитивный разум – это репрезентативная система, визуальная, аудиальная, кинестетическая. Это все, что касается того, как мы думаем.
И вот почему фильм «Секрет» для многих не работает. Вот для меня он лично не работал, да, надо мыслить позитивно, надо вот видеть то, что ты хочешь. Это все замечательно, да, то есть ты можешь сколько угодно видеть, заглядывать в будущее и так далее. Но если у тебя в теле сидят нейролингвистические программы негативные, которые тебе мешают, то есть негативные убеждения, сколько ты не будешь мыслить позитивно на уровне когнитивного разума, у тебя ничего не получится. И вот соматический разум — это то, что создали Роберт Диллс и Джудит Делазье направление. Они говорят еще раз, да, что нейролингвистические программы сидят не только в нашей голове. Наши тараканы, они не только в нашей голове, они сидят во всем теле, в мускулах, во всей нервной системе. И если ты хочешь действительно эффективно что-то поменять, тебе надо работать со всем телом. И это есть некая разница, да, между тем, что просто, ну, как вот в НЛП, когда мы смотрим на язык тела, вот, на позу человека, на его жесты, нет, это немножко другое. Это именно погружение человека, то есть когда, ну, я немножко дальше об этом буду говорить, еще немножко хотелось про, не надо, про важность, да, тела. Электромагнитное поле, которое создает сердце, в десятки раз сильнее электромагнитного поля, которое создает головной мозг. А головной мозг за день проводит больше электромагнитных сигналов, чем все телефоны в мире вместе взятые. Можете представить, сколько сердца проводит? А кто-нибудь, кстати, смотрел мое онлайн-выступление? Мне просто интересно, чтобы я не повторялась. Вы смотрели? Ну, я вот смотрю, что у вас... Я еще и книгу прочитал, я в теме уже, да. Потрясающая, классная вещь. Ну, я смотрю вот с самого начала, что да, есть контакт. Спасибо большое. Да, ну то есть это действительно очень такие пробуждающие знания, потому что тело, соединение со своим соматическим ядром, это основа, всех основ, да, соединение со своим центром. Но мы об этом еще тоже поговорим. У нас в желудке нервные сети, нейронные сети по количеству и сложности соответствуют мозгу кошки. Да, и вот это тоже, наверное, много объясняет, что иногда вот она, иногда у нас тут что-то такое происходит, а иногда вот она мурлыкает нежно, вот, иногда все хорошо. Вот. И давайте пойдем дальше. Полевой разум. Ну, вот здесь мне просто нравится картинка дерева, которое улыбается. Вот. Ну, наверное, мы все знаем, что есть что-то, что больше, чем мы, что-то за пределами нас. И для того, чтобы жить полноценной счастливой жизнью с этим что-то, что больше нас, очень важно быть в гармонии, быть соединенным. То есть изначально это вот соединение с соматическим разумом, да, с соматическим ядром, баланс вот этого вот. Но затем мы соединяемся с тем, что вокруг нас. И если мы добиваемся соединения глубинного с самим собой и с тем, что вокруг нас, тогда начинают происходить чудеса. Тогда мы оказываемся в нужном месте, в нужное время. Вот, тогда мы вдруг о ком-то подумали, он нам позвонил, да? Это и есть соединение. И будучи просто как бы ограниченным своей какой-то картой, да, и вот находясь исключительно в своих каких-то переживаниях и так далее, не будучи соединенными, люди не бывают счастливы. И это то, о чем говорит Джудит Делазье, что люди не счастливы, когда они не соединены с чем-то, что больше, чем они. Вот. И сама про себя она говорит, что если я вдруг чувствую, что я потеряла эту связь с миром, что я ее не чувствую, я просто замираю и делаю все, чтобы ее восстановить. Потому что дальше так идти нельзя. Иначе мы просто как кое-что в прошлом будем болтаться, да? Вот, а это вот нечто большее. Да, и то, что Диллс тоже постоянно говорит, я на онлайн-выступлении говорила, надеюсь, вам не будет скучно, кто это уже слушал, просто мне кажется, это действительно очень важно и принципиально, что системное мышление — это не дисциплина. Системное мышление — это тотальное соединение с самим собой, с миром вокруг. Хотя Роберт Диллс, он был очень когнитивным человеком, очень рациональным, вот, и системное мышление — это то, собственно, что создавал он, эту дисциплину, да, но потом ему повстречалась Дебора, вот, жена, которая его сейчас, она танцовщица, очень женщина, которая очень хорошо с соматическими всеми вещами связана, и ему предстояло поменять свое мнение и немножко расширить свою карту. I speak Russian, but really badly. Я на самом деле говорю по-русски, но очень плохо. So if I spoke Russian to you, you'd spend the whole time laughing about my bad grammar. Поэтому, если бы я все время говорил с вами на русском, вы бы все время смеялись над моим русским. The trouble I have is even the 3-year-old kids laugh at me. Сложность у меня заключается в том, что даже 3-летние дети надо мной смеются. So Соответственно, we're going to talk about what
I think are some of the key issues of coaching. Мы с вами поговорим о том, что, как я считаю, являются ключевыми аспектами коучинга. You're welcome. I've been doing coaching, executive coaching here, I guess, for probably the last 6 or 7 years, more organized than I ever did it before, more on purpose. Коучингом первых лет занимаюсь, наверное, более не менее. How many years again? 5 or 6. 5 или 6 лет. I did it before then, but we didn't call it coaching then. До этого я тоже тем же самым занимался, только тогда это коучингом не называли. We called it, something else. Тогда это называлось чем-то еще. We had to have funny names for it because you can't do therapy for business people, Нужно right? было смешные названия придумать, потому что нельзя же для людей бизнеса проводить терапию, да? So we had to call it, like Нужно было называть individual consulting. индивидуальное консультирование. Помнишь, да? Помните, да? Yeah. Because coaching was like what you did for football Потому что коучинг это то, что вы делали, если вы тренер для футболиста or tennis. или теннис. So, one of the things that I notice constantly Одна из тех вещей, которые я замечаю постоянно, is that, in my opinion, на мой взгляд, the most important things I do with the coaching client самая важная вещь, которую я делаю с коучинговым клиентом, are the things that the client and I never talk about. это те вещи, о которых ни я, ни клиент никогда не обсуждаем. It's kind of like the other agenda. Это вроде как вторичная повестка дня. When I meet with a business person, Когда я, допустим, провожу время с человеком of бизнеса, course we talk about, what are your goals and what do you want to естественно, мы accomplish. обсуждаем, каковы ваши цели, что вы хотите достичь. And here's how I think this relationship should Вот work. как я считаю, эти отношения должны работать. Does that match your expectation? Соответствует ли это And вашим ожиданиям и так далее, и так далее. And kind of establish the framework for which we're going to talk and work. И вроде как установить рамки для того, о чем мы будем говорить, что мы будем обсуждать, как мы будем работать. And that's kind of stock the way we all do it. И вроде бы как, застреваем с тем, как все мы должны это делать. But very quickly I start to, when a person talks to me, Когда человек со мной общается, I try to listen to not only what they're saying. стараюсь слушать не только, прислушиваться не только к тому, что они говорят. In fact, honestly, I probably don't listen to very much of what they're saying. На самом деле я не особо прислушиваюсь к тому, что они говорят. I'm more interested in how they're Мне saying it. намного интереснее то, как они это говорят. Because my business is not what you say, it's how you Потому say что it. мой бизнес заключается не в том, что они говорят, а в том, как они это Or говорят. how you think. Или то, как ты размышляешь. And very, very rapidly, И очень-очень быстро I begin to recognize начинаю замечать their assumptions or определенные умозаключения, their basic ideas, определенные базовые идеи the ethics or the values that they operate from. относительно той этики или тех ценностей, на которых они зиждятся. So here's a guy who wants to Соответственно, be вот человек, который хочет быть more mobile in his organization, he wants to move up and тем, кого подвигают в организации, тем, кого назначают, двигают дальше, выше. he wants to get more prestige, he Хочет wants получить to больше have престижа, more money, more success, больше so денег, forth, больше right? успеха и так далее. And something is holding him back. И что-то этого человека And so удерживает. he ends up sitting across the table from me. Впоследствии человек оказывается на противоположном конце стола от меня. And after I talk to him for 5 minutes, И после того, как я пообщаюсь с ним минут 5, it's real obvious to me совершенно очевидным для меня становится, this guy doesn't like people. что этот человек просто людей не любит. He just basically doesn't Вы like знаете, people. то есть по большей части попросту мне не нравятся люди. People are jerks, people are idiots, people Люди are, идиоты, люди мерзавцы, люди... everybody's no good, and Ну, то есть хороших найти невозможно. I always have to figure out how to get people to do something. Все время приходится находить пути и способы заставить людей что-нибудь делать, чем-нибудь now I заниматься. know Что знаю я? That as long as he has that value or that belief, Ровно до тех пор, пока он придерживается подобных убеждений или подобной ценности, then his accomplishments as a leader are very, very minimal. тогда его достижения как лидера очень и очень минимальны. He's probably lucky to be where he is. Ему, наверное, посчастливилось вообще остаться там, где он есть. But I don't look at him and say, Но я же не смотрю на него и не говорю, excuse me, but простите, но you think like some kind of Neanderthal idiot. вы размышляете как какой-то And what you идиот-неандерталец. really need to do is get a clue. Что на самом деле сделать, наконец-то проснуться. Спасибо большое. Because you have no understanding of Потому что у вас нет ни малейшего понимания, how powerful leaders think. как мыслят люди, обладающие властью And what are their и values? What are their оказывающие assumptions? влияние, каковы их умозаключения, с какими принципами они идут по жизни. So if I say that, I'm not going to have this client very long. Соответственно, если я подобные вещи буду говорить вслух, у меня недолго будет этот клиент. Понятно, да? Okay. But I also know Но вместе с этим я знаю that and other values, other beliefs that другие are ценности, другие убеждения, like наподобие
tell me the secret. If I know the secret, I can do it. Если я знаю секрет, то я знаю, как это делать. I don't want to build skills. Не хочу я нарабатывать навыки. That's too boring and too long. Это слишком долго, слишком занудно. Just tell me the secret that I don't know. Просто назови мне тот секрет, которого я еще не знаю. Because accomplishment is a matter of knowing the right secret. Потому что достижения определяются тем, что ты познал какой-то секрет. Right? And some people have that И у assumption. некоторых людей есть подобное умозаключение. Okay, let's meet a couple Хорошо, times. давай несколько раз с тобой проведем встречи. You tell me what I need to know. Ты мне сообщишь все, что мне нужно знать, So I can be famous and successful дабы я forever. мог стать вечно знаменитым и успешным. You know, and as long as they have that assumption Ровно or до тех that, пор, пока у них есть подобный подход к жизни, understanding. подобное убеждение. then I'm going to be pushing water uphill. Я буду просто в воду в ступе толочь. Okay, you know, in private I don't call that water. Я это не называю воду, в принципе, когда никого рядом нет, я это But you называю get the idea. по-другому, но вы So поняли. here's a guy who doesn't like people Вот человек, который просто не любит взаимодействовать с людьми, and wants to be magically successful in 2 talks. но хочет в результате 2 встреч стать волшебным образом успешным. Because it's secrets that make you Потому successful. что именно секреты делают вас успешным. Right? So so what do you talk about? Хорошо, тогда о чем говорить? Okay, you can't talk about what I want to talk about. Ты не хочешь говорить о том, о чем я хочу говорить? Okay, you need a good psychotherapist Тебе нужно к психотерапевту. and a couple of years of brainwashing. Пару лет промывания мозгов, And then maybe you'll be worth и, something. может быть, тогда ты что-то сможешь сделать. Probably not the best thing. Но, наверное, не самое лучшее. Соответственно, So what am I getting at? One of the К чему я вас подвожу? first things I start to одна evaluate из первых вещей, которые я начинаю оценивать, is what I might call major beliefs. то, что я называю основные убеждения. Those of you that are NLP Те из вас, characters, кто НЛперы тут персонажи, you're familiar with the 9 major beliefs, вы right? знаете, да, понятие 9 основных убеждений. Oh, please say yes. Пожалуйста, скажите «да, знаю». Okay. Oh, thank you. Okay, if you're not, Если нет, learn the 9 изучайте major 9 beliefs основных убеждений fast. как можно Okay. быстрее. I'm playing with you, but I'm also being a little bit То serious. есть я это говорю как бы играючи, но вместе с этим и не шучу тоже. People who are successful in the world, Люди, которые успешны по жизни, whether they're business people or люди ли они бизнеса или trainers or тренеры они, okay, it's not magic. I mean, Никаких чудес. it's not accidents. никаких случайностей. They're doing things that work. Они делают те вещи, которые приносят свои результаты. They're thinking in ways that help them be Они successful. мыслят в том ключе, который помогает им стать успешным. Some guys make a lot of money totally accidentally, Да, but кто-то заработал много денег совершенно случайно, most of them are going to lose it но accidentally in the большинство next из 5 них years за anyway. ближайшие 5 лет так или иначе все равно их также случайно и потеряют. So we're talking about real, long-term, day after day, week after week, Соответственно, мы month с вами after говорим month о success, year регулярных, after из year. недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год успехах. So there are values, there are Соответственно, beliefs, есть there ценности, are, есть убеждения, there are assumptions that incredibly successful people have. есть определенные жизненные позиции, пресуппозиции, которые So помогают людям. I'll share time here so that we can. Я буду справедливо распределять время, чтобы мы могли общаться со всеми. Because I come from a pretty busy schedule, and this morning I jumped in the airplane До and I того, was как я on my села way. сегодня утром в самолет, потому to что я Moscow. вырвала некоторое время своего достаточно загруженного графика, и самолетом сегодня прилетела в Москву. And behind me, because I wanted to bring the big lady, Virginia Satir, the family Потому что хотела pioneer and therapist. познакомить вас с пионером семейной терапии, с большой женщиной, I wanted to bring Вирджинией her Сатир. in the room Хотела because принести ее с собой. it's very important for me to honor her as a person. Для меня это важно. Важно почтить ее как человека. So I picked some pictures that I really like and that bring her spirit into this room. И выбрала те фотографии, которые, как я считаю, привносят часть ее духа в эту комнату. This morning I realized coming to Moscow is actually a big step for me and really important Сегодня утром for я two поняла, reasons. что мой приезд в Москву для меня очень важен, по крайней мере, по 2 причинам. One reason is Virginia Satir died in 1988, Одна причина – это то, что Вирджиния Сатир умерла в 1988 году, September, в сентябре. and in June before that, her first time to go to Moscow, her first time to go to Russia, she went in June to Moscow and did a presentation. А в июне того же года, первый раз в жизни, она поехала в Москву для того, чтобы сделать презентацию здесь. So that was right before her death. Она And приехала сюда как раз незадолго до своей смерти. now 20-something years later, Сейчас, через 20
каким-то хвостиком лет, I'm honored to talk a little bit about her. я могу воспользоваться такой честью и говорить о ней. Very much aware that there's no way to fill in the spirit and the space that she is holding. Очень хорошо понимая, что нет возможности для того, чтобы восполнить тот дух, которым она наделяла нас. But I would like to share a little bit about my excitement of her and her work. Но хотела бы поделиться с вами тем восторгом, который я чувствую, думая и занимаясь ее работой. And maybe give you some ideas about my understandings and the way how I use her approach, her work in coaching. И поделиться своими мыслями о том, каким образом я использую ее подход, ее идеи в коучинге в своей работе. I'm just curious to find out who of you know Virginia Satir. Интересно, кто из вас знает о Anybody heard of Вирджинии her? Сатир? Okay, a lot of people. Хорошо, многие люди. Who of you have studied some of Satir's work? Кто из вас изучал Anybody какие-то части familiar? работы Сатира? Okay, so what kind of studies did you do? Like, А что вы изучали, что вы знаете? so the stress ballet. Stress You're ballet. familiar with this guy, Знакомы с вот этим? pointy finger and blaming Да, someone. указывающий It's all your перст, fault. обвиняющий, что это все твоя ошибка, твоя вина. Or the other side of the ballet, which is the другая сторона placator. балета, You know да. this one. Вот это вы тоже знаете, да? Плакейтер или It's плакса. all my fault. Да, это I все don't моя count. вина. Я вообще не в I счет don't здесь. count. Я не в счет. Or, okay, let's put the details together. Или Let's хорошо, just давайте talk обратим about the внимание на facts, детали. the Давайте поговорим numbers, про факты. Давайте Let's вообще be обратим really внимание на rational. цифры. Давайте будем рациональными, наконец-то. which is had and cut down this way, disembodied, Да, no feelings. такое обестеленная глава, Interesting без enough, чувств. it's the person that is most welcome these days in the business world. Это те люди, Super которые сейчас reasonable. в деловом мире считаются самыми лучшими, да, суперкомпьютеры мы их Is a называем. wanted posture in the business world. Это It's- даже ожидаемая коммуникационная осанка в деловом мире. I speak for Germany. I don't know about Ну, Russia. по крайней мере, but если говорить о Германии, я не I знаю про speak for Россию Germany. сейчас. That's В definitely России это true. именно, в Германии это именно так. And at the same time, interesting enough, we're talking a lot about health crisis happening in business И в and то a же lot время, of как интересно слышать, что в бизнесе происходит кризис со здоровьем сейчас. stress creating burnout Стресс, and выгорание. people are getting sick in companies. Люди в компаниях болеют чаще. And I do believe it also has, there's a relationship of having people cut off their feelings Я in this считаю, world. что как раз это происходит из-за того, что люди отрезали от себя чувства, которые у них есть в мире. I myself I'm coming from a business world. I've run a big business Я сама пришла из And- мира бизнеса, я and the- руковожу большой компанией. and the facility management still in this world. Я управляю недвижимостью, продолжаю этим заниматься. And I'm working a lot with corporations Работаю достаточно часто с and also корпорациями family businesses. и также работаю с семейными бизнесами. And these days we have a lot of problems where people are affected by health crisis and needing to find solutions. And one of my missions is to bring Satir's work and her idea of helping people to become fully human. И сейчас очень часто я сталкиваюсь с подобными кризисами здоровья и стараюсь, чувствую частью своей миссии, привнести работу Вирджинии Сатир для того, чтобы использовать это на благо людей. So the idea of humanizing Идея своего рода business гуманизации бизнеса. is one of my missions, why I'm using the Satir model and family systems model also in the business world. Это одна из частей моей миссии, когда я говорю о модели Сатира, о модели семейных систем в деловом мире. And before I move on this way, there's also this irrelevant guy, right, who's like, oh, do you want to play with me today? И You want to до go того, to the как мы movies? Oh, I перейдем love дальше, your у меня есть вот haircut. такая What фигурка, did you которая do with your говорит, hair? ой, как здорово, может пойдем в кино Switching сегодня, а как, subjects что у and, вас all с over the прической? places. Это тот человечек, который переключается на другие темы, который бегает по залу. As you can probably see, I'm very familiar with this one. И, как вы, наверное, видите, я очень хорошо с ним знакома. Irrelevant is one of the places that I'm very familiar with. Well, this is actually my friend who is, he represents self-worth. Назовем его, например, чувство собственного достоинства. So I just took him to demonstrate the irrelevant Я posture, его взяла в качестве примера позы путаника.
But at the same time, he also represents something really important for me, which is self-worth. Но в то же время он представляет для меня кое-что гораздо более важное, чувство собственного достоинства. What Virginia Satir called the authentic self, То, что Вирджиния называла аутентичным «я», the self-esteem. чувством собственного достоинства. So I give you an explanation of this. I have here Немножко расскажу об some of этом. the therapeutic goals that Virginia Satir was highlighting in her work, and one was raising self-esteem. Те терапевтические цели, которые Вирджиния ставила в своей работе, одна из них называлась повышение чувства собственного достоинства, самооценки. So to connect with this guy and really feel your value, your self-worth, your Воссоединиться с self-esteem. вот этим вот товарищем, почувствовать чувство собственного достоинства, то, как вы сами себя оцениваете. This is an interpretation of your own experience, of your own value. Это It's ваш- nothing somebody else can give to you. This is something that's happening inside of you. Это ваша интерпретация того, что происходило с вашим опытом. Это не нечто, что кто-то другой может вам дать. Это ваша оценка вас себя, вас самих. And that was one of Virginia Satir's goals, to help people access their connection to self-worth and raise self-esteem. И одна из целей Вирджиния Сатир была в том, чтобы восстановить связь у людей с их чувством собственной ценности и поднять их чувство собственного достоинства. Her idea was actually that probably most of the causes why we have problems in communication is because of low self-esteem. Она говорила, что очень часто проблемы в коммуникации у людей возникают из-за того, что у многих людей очень низкое чувство собственной самооценки. And I think that's pretty accurate. И я думаю, что она была довольно точна. This is also what happens if you experience low self-esteem, why you have to go in a defense mechanism, like I have to blame you because I feel that my self-esteem is low and I have to protect myself. Когда у вас низкое чувство собственного достоинства, самооценки, то тогда поза обвинителя это то, что вам приходится сделать для того, чтобы защититься, потому что я должен обвинить тебя, а чувство собственной ценности у меня очень низкое. I do this, Я делаю вот так, or I do this, или я делаю вот так, I do this, или вот так, or I do или делаю вот так. this, practically as an act of self-love, Фактически как акт любви к себе, self-protection, как акт защиты себя, and because I want to survive. и потому что я хочу выжить. Those are all stances I learned in an insecure family situation. Это те виды осанки, виды поз, которые дети изучают в неспокойных семьях, Where I experience stress. в стрессе. And this is something I probably learned through my parents. Это то, чему я научилась, наверное, через моих I probably родителей. saw my father blaming, Я видела, как мой отец занимал позицию обвинителя, and maybe my mother in return placating. и видела, как моя мать жаловалась в ответ. And then either way, I might have stand more closely to my dad's side and learn blaming from him, И я могла быть или ближе к отцу и научиться обвинять у него, or maybe I was standing more closely to my mother's side and I learned much more placating from her. а иногда я была ближе к матери, я научилась жаловаться, как жаловалась она. Those are all behaviors that we are not coming up with. Это те действия, с которыми мы не рождаемся. It's not originated in us. We have learned those Оно не behaviors заложено где-то на изначальном уровне, это то, чему мы научились. to learn to protect ourselves, Для того, чтобы защищать себя, to learn to survive для того, чтобы in выживать certain family situations. в определенных ситуациях, с которыми нас сталкивает наша семья. Дорогие друзья, мы начинаем. Все сели? Счастья становится все больше и больше. Вот, счастье только прибавляется, и будет его еще больше даже дальше. Вот, и я вам просто очень рада представить теперь Джудит. Все ее, конечно, знают. Она один из основателей НЛП, нового кода НЛП, НЛП третьего поколения.
И мы сегодня говорили об открытых каналах, и Джудит, наверное, это вот самый открытый канал, который я когда-либо видела в жизни, и самый мудрый человек, которого я когда-либо видела в жизни. И нам писали просто кучу писем со всей страны, из других стран тоже. Джудит может даже не помнить всех этих людей, но они все пишут, что когда-то, там много лет назад, она изменила всю ее жизнь. И каждый контакт с этой, на самом деле, вот женщиной, он действительно очень сильно эту жизнь нашу меняет к лучшему. Джудит, на самом деле, как бы можно говорить бесконечно о Джудит, но уже пора говорить самой Джудит. Thank you. Wow. Thanks, you guys. He needs his thing. There we go. Wow. First of all, I want to say thank you to Elena and Olga and Camilla спасибо Елене, Ольге и Камиле, my voice, моему голосу and anybody else who created this и space тем, кто вот это вот все создал, to kind of share knowledge and ideas and где мы делимся знаниями, heart, и идеями, и сердцем, spirit. и духом. So did you have a good time today? Надеюсь, что у вас сегодня было хорошее время, хороший день. Да? Did you have a good time? Хороший день был. Get some inspiration? Вдохновение было. Good. Отлично. That's what we're talking about. Вот, собственно, об этом мы и говорим. It's great to be here with friends Очень and здорово быть здесь с друзьями, colleagues с and коллегами, ex-husbands. с бывшими мужьями. It's all good. It's all good. Это здорово, это классно. So, I really enjoyed listening to Frank. I'm not as funny as he is, but Мне очень нравилось слушать Фрэнка, я не такая веселая, как он, I'm cuter. но я забавнее. And also to Eva, dear Eva, and Спасибо Иве, чудесной Иве. she's making a real contribution in thinking in a more systemic way and Она bringing по-настоящему старается думать более системно, back in a way to NLP, the mother of systemic constellations. в некотором смысле возвращая в НЛП мать системных расстановок. And it's, through those continued contributions that our field grows. Давая тот вклад, который позволяет нашему полю, нашей отрасли расти. So I'm so grateful for Frank, for Я Eva, очень for благодарен you. и Фрэнку, и Иве, и вам. And I could probably speak for Frank when I say this. I know I could Наверное, speak for Robert Могу от лица Dilts, who's Фрэнка my partner at NLPU. сказать это, могу сказать это от лица Роберта Дилса, который является моим партнером в NLPU, That you really validate our lives. что вы по-настоящему ставите пробу на нашей You give жизни. meaning to our lives. Вы даете нашей жизни ценность, Through your continued work in NLP продолжая and работать в поле NLP, your desire to make a contribution. показывая свое желание делать что-то. People ask me sometimes, "Hey, Judy, what's your mission?" Люди иногда задают мне вопрос: Джуди, а в чем твоя I wish миссия? I knew. Если бы я сама знала. And I always have to say, you are my mission. Но в каком-то смысле я могу сказать, вы и есть моя миссия. The people that you touch and make a difference in their professional lives, their personal lives. Те люди, с которыми вы общаетесь, вы изменяете их Families. жизнь, рабочую, личную жизнь, их семьи. It changes community. Меняете это общество. That brings validation to me. So Вот это и показывает мне то, что я занимаюсь тем, чем нужно. thank you all for walking that path and Спасибо за то, что вы идете этим finding путем. value in at least the part of my life За that's, то, что вы находите been то involved ценное, with, чем я занималась, по as крайней we мере, в like to какой-то call части it in своей Santa жизни. Cruz, neurolinguini programming. Как мы это называем в Санта-Крузе, нейролингвинное программирование. We can change your pasta. Лингвини, знаете, такой сорт макарон. So I was asked to speak tonight a little bit about the history of NLP. Сегодня And, вечером меня попросили рассказать немножко о том, как создавалась НЛП, You об know, истории. One perspective of history is never going to be really accurate. So, И вы знаете, что одна точка зрения на историю никогда не будет точна. and there's sort of a prehistory, and then there's like when I stepped onto that timeline in a way and became a part of Есть в некотором the смысле journey. предыстория, есть тот момент, когда я присоединилась к этому и уже видела это своими глазами. Frank was already a part of the prehistory.
Фрэнк уже был частью предыстории, before I became involved. до того, And как я включилась в работу. I became involved because, as life would have it, I fell in love with somebody. И я включилась, поскольку, как распорядилась жизнь, я кое-кого влюбилась. And that guy's name was John Grinder. Его звали Джон Гриндер. And he presented me with a manuscript Он показал мне рукопись, that was not published yet, and it was called The Structure of Magic. которая на тот момент еще не была опубликована и которая называлась «Структура And магии». he and Richard Bandler, to my understanding at the time, И в которой он и Ричард Бендлер, по крайней мере, то, как я понимала на тот момент, had written this book about language. описывали свое понимание речи, языка. And it wasn't published yet. Она еще не была опубликована. And he said, would you read this and tell me what you think? Он мне говорит, слушай, а прочти-ка и скажи мне, что ты думаешь. Really boring reading. На самом деле очень скучно I читать было. barely could make it through. Я с трудом добралась до последней страницы. I was coming from, I'm getting a master's degree in comparative religion and anthropology. Я писала магистерскую диссертацию по сравнительному анализу We религии и We антропологии. didn't have to think that hard. Нам не нужно было там так шевелить мозгами. What? Да, Фрэнк решит, да, правда. So I did read it though, and Но, at the собственно, end of the я day, дочитала в конце концов, и к концу went, того дня я wow. сказала, знаешь, I went, wow. здорово, здорово. This is kind of evolutionary Это вроде как эволюционное развитие, and a little bit revolutionary. но немножко там и революционного тоже было. It was evolutionary from my perspective because it wasn't so much about problem solving. Эволюционного там было то, что, с моей точки зрения, то, что было написано, было не по решению проблем. It was sort of more how does a person evolve themselves, how do they release potential. А вроде как towards- о том, каким образом человек раскрывает потенциал, как человек развивается. And it was А revolutionary революционного там было то, in my thinking. по I can моему only give you my мнению, thoughts. опять же, And, я рассказываю о своих мыслях. wisdom really comes out of the multiple perspectives of that history. Потому что если хотите уже полной мудрости, то нужно рассматривать разные точки зрения. Or we say the kernel of truth and the big paranoia kind of comes out of those multiple perspectives. Потому что, как говорят обычно, правда возникает из множественного описания какого-то явления. But I thought it was a little revolutionary because things could happen more quickly and more efficiently than they had sort of in the past. А революционного там было то, что вещи могли происходить быстрее и более эффективно, чем то, какими способами пользовались раньше. People could solve problems quicker, but they could also sort of evolve. Люди могли Quicker. решать проблемы быстрее и могли вроде как развиваться быстрее. So that was kind of the moment that I, kind of stepped into the world of NLP, and it was through love. That's what brought me there. Это был тот момент, когда я вошла в мир НЛП, и это произошло через любовь. Ask my buddy Frank to come up here for a minute. I have no idea what time it is because I'm such a babbler. Я бы хотела попросить своего друга Фрэнка выйти сюда. Понятия не имею, который сейчас час. But because I think he can share a little bit Я думаю, что about Фрэнк также может немножко рассказать о том, the platform. What time is Какая it? Andre, платформа там была? I saw you look at your watch. What Андрюш, time is it? который сейчас час? Nine short. Holy cannoli. Боже мой. Well, because Eva took so much extra time. Ива у нас забрала I was время. just going to ask Frank to share a little bit because he was really Хотела there попросить Фрэнка in поделиться the немножко. prehistory. Он-то And как раз относился There's к so предыстории. many threads of history to follow. It's hard to know which ones you Столько guys are нитей в истории really. есть, я даже не знаю, чему, intrigued about, куда вас yeah? повести, потому что столько всего интересного есть. Judy gave you most everything there is to give, I think. В общем-то, Джуди вам рассказала большую часть из того, что стоит рассказывать. There was, before Judy joined us, До того, как Джуди присоединилась к нашей группе, I don't know how many, John and I are actually writing a book at the moment мы сейчас, собственно, с Джоном пишем книгу, and we put together chapters где мы from попросили about написать главы 10 of the original people, including Judy, у 10 людей, которые начинали это все, включая Джуди. to talk about what I call the first three generations, И мы описываем то, что я называю первыми тремя поколениями. which is the very first people in 1971. Это самые первые люди, которые пришли в группу в 1971 году. Pretty much nobody knows who they are, Собственно, практически with никто the не знает, exception кто они, of myself, за actually. исключением
меня. Richard doesn't remember, Ричард их не помнит. or Richard's memory is very Sorry. creative. У Ричарда очень творческая память. It's different every time you ask him. Каждый раз, когда задаешь ему вопрос, у него ответы разнятся. However, Однако Richard is always more important than each repetition. при каждом повторении Ричард становится еще более важным. So pretty soon he's going to be the only creator. Но очень скоро вы услышите, что он был единственным создателем этого всего. He's Might be that way что, нет? already. He's not? Что не Yeah, так? But there were about 12 or 14 of us that began На NLP тот момент нас было где-то человек 12 или in 14. 1971. 1971 год. And we worked, it was graduate students mostly from the В university. основном это были аспиранты в университете. And we did all the stuff that Judy said about the meta model. Мы занимались тем, о чем говорила Джуди. Метамодель, реп-системы. Virginia actually came in near the end of that period. Yeah, В that's what Вирджинии my как раз мы yeah. начали заниматься под Before конец этого Erickson. периода. Before Before Erickson. До Yeah. Эриксона еще. And Judy wasn't aware of it, but we had actually also modeled Carl Rogers, Джудит этого Yeah, не I знала would. на тот момент. Little Мы bit. моделировали Forrester, Карла Роджерса, a guy Форестера, named John Lilly, Джона Лили, Баки Рида, Баки Рида, some mathematicians, some некоторых математиков, some of the great original psychologists in America. некоторых из родоначальников психологии в США. Before we actually got to Fritz. До того, как мы добрались до Фрица, собственно. But Richard and I were both fairly well-trained Gestalt therapists. Мы с Ричардом были на тот момент уже хорошо обученными гештальт-терапевтами. When Judy and I were married and lived in San Diego, И когда мы с Джуди поженились и жили в Сан-Диего, I went to a junior college there я там ходил в колледж, while Judy was still finishing her military obligation. пока Джуди заканчивала свою военную службу. We met in the military. Мы встретились, кстати говоря, в армии. Judy was the dental